Мы начинаем с вами вторую часть мастер-класса. Это дракончик привяжусь. И будем вязать хвостик. Как всегда, начнем с кольца амигуруми. И сделаем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Все как всегда. Первый, второй столбик. Третий, четвертый, пятый и шестой. Постарайтесь это кольцо не слишком плотно затягивать, чтобы вам легче было вязать второй ряд. Соединяем кольцо амигуруми соединительным столбиком. Так. Отлично. Кольцо амигуруми у нас с вами готово. Второй ряд мы вяжем по схеме столбик без накида, прибавка. Так повторяем 3 раза. И у нас с вами должно получиться во втором ряду 9 столбиков без накида. Столбик без накида и прибавку делаем. 2 столбика без накида в одну петлю. Это будет у нас прибавочка. Так делаем до конца ряда. Столбик без накида и прибавка. Видите, я связала плотновато, поэтому тут немножко мне надо потрудиться. Последняя у нас будет всегда прибавка в ряду. Вот у нас такой получается начало хвостика. Маркер переносим. И дальше мы будем с вами вязать третий, четвертый ряд, 2 ряда без изменений. 9 столбиков без накида в каждом ряду. Просто с вами вяжем 9 столбиков без накида в каждом ряду. Давайте я сделаю это за кадром, и вы сделаете это за кадром, и встретимся уже в 5-м ряду. Там у нас будет другая схема вязания. Ну вот мы закончили с вами вязать наш 4-й ряд, переносим маркер. И 5-й ряд, он у нас будет последний, мы будем вязать по такой схеме. 2 столбика без накида и прибавка. Начнем. 2 столбика без накида. И вот в следующую сюда мы будем делать прибавку. Так мы повторяем 3 раза. И у нас с вами должно получиться 11 столбиков без накида. Вытягиваем ниточку и вяжем до конца ряда. Это у нас прибавка. И последний раз 2 столбика без накида, первый, второй и последний у нас будет, как всегда, прибавочка. Делаем 2 столбика без накида в одну петлю. Маркер мы убираем. И сейчас давайте следующую петлю сделаем соединительный столбик, так чтобы у нас был плавный переход, и при пришивании хвостика это было не видно, этот переход. Ниточку обрезаем. Вот так. Ну и теперь мы
наш маркер, ниточку прячем. Хвостик мы набивать не будем. Давайте примеряем, какой он получился. Вот наш дракоша, динозаврик. Вот таким образом мы потом впоследствии пришьем хвостик дракончика. Давайте посмотрим, как это на нашем оригинальном брелке. Вот видите, вот здесь пришивается. И так же самое сделаем мы. Ну а сейчас мы будем вязать лапки. 4 штучки мы свяжем. На примере покажу первую. Делаем кольцо амигуруми, но будьте внимательны, мы делаем в кольцо амигуруми 5 столбиков без накида. Здесь первый столбик сделайте свободным, потому что будет очень сложно, если вы затянете ниточку, соединить кольцо амигуруми. Я сделала такую ошибку, мне пришлось перевязывать, поэтому не повторяйте моих ошибок. Так, затягиваем кольцо амигуруми и вот сюда делаем соединительный столбик. Вот такое небольшое колечко выходит. Переставляем маркер, потому что мы будем несколько рядов вязать без изменения, чтобы нам было удобнее с вами видеть начало ряда. Итак, мы вяжем 3 ряда по 5 столбиков без накида. Второй, третий, 4 и 5. Ну, я сделаю это за кадром, это неинтересно на это смотреть. Вяжите со мной. Последний столбик. И делаю соединительный и обрезаю нить. Вытягиваю и закрепляю. Смотрите, ниточку я сделала подлиннее, потому что с помощью этой ниточки мы потом будем пришивать лапки. А вот эту первую ниточку, маркер, мы заправляем внутрь. Набивать мы ножки тоже не будем, так как они вяжутся достаточно плотно. И этого будет хватит. Вот эта лапка готова. Вяжем еще такие 3 штучки. 1, 2, 3, 4. Вот. Так, ну, лапки связались. Сейчас мы будем вязать шляпку. Шляпку буду вязать я из красного. Тот же крючок беру 3,5. И как всегда, кольцо амигуруми, но уже на 6 столбиков без накида. Вяжем. Первый столбик, второй, третий, 4, 5 и 6. Кольцо амигуруми затягиваем, делаем соединительный столбик. И первый ряд у нас готов. Красивое колечко подтянули. Второй ряд мы с вами вяжем 6 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика без накида. И у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Вот. Первый столбик. И в эту же петлю второй столбик. Это вторая наша прибавочка. Я это сделаю быстро, чтобы вам не скучно было смотреть это видео и вязать со мной. 6 прибавок подряд. Так, подходим к концу. Вытянули маркер. Третий ряд у нас будет по схеме столбик без накида, прибавка. Повторим это 6 раз. И у нас должно быть 24 петли. Первый столбик, сейчас делаем прибавку. 2 столбика в одну петлю. Значит, столбик без накида и вторая прибавка. Так вяжем до конца ряда.
24 столбика у нас должно получиться в итоге. Можете себя проверять, в конце всегда у нас будет прибавка. Последняя петля это будет прибавочная. Если у вас так не получилось, значит где-то вы потеряли петелечку. Последняя прибавка, маркер. Следующий ряд у нас будет по такой схеме: 2 столбика без накида и прибавка. Ну и тоже давайте я свяжу это за кадром. Повторяем так до конца. Заканчиваем наш 4-й ряд, переносим маркер. Вот такая у нас донышко получается шляпки. Теперь смотрите, будем внимательны. Здесь мы с вами будем вязать за заднюю долю стенки, не за 2, видите, а за заднюю долю нашей петли. И вяжем 24 столбика без накида, без прибавок, без убавок, просто вяжем за одну долю, за заднюю стенку петельки. Так вяжем до конца. Это не сложно, но получается у нас с вами такой бортик, видите? Бортик шляпки и такая как косичка. Делаем так до конца ряда. Так, ну вот я уже связала. Смотрите, как у нас получается. Красивый бортик. Продолжаем наше вязание. Мы вяжем без изменения за 2 доли петли, как обычно. 2 ряда по 24 столбика без накида. Вот видите, я захватываю обе доли петли. И так вяжем 2 ряда по 24 столбика без накида в каждом ряду. Я связала очень быстро. Да, смотрите, теперь дальше тоже будем внимательны. Сейчас мы будем вязать за переднюю долю. Видите, за переднюю долю. Это у нас уже будет отлетная часть шляпки. И схема такая: столбик без накида, а в следующее мы вяжем прибавку. Прибавку, вот так. Столбик без накида и прибавка. Так мы повторяем 12 раз. У нас в ряду должно получиться 36 столбиков без накида. По этой схеме мы вяжем до конца ряда. Вот видите, я захватываю только переднюю долю петли. И вяжем дальше. Наслаждаемся творчеством. Давайте я тоже это сделаю за кадром. Ну вот, я связала. Это начало нашей отлетной части шляпки. И я свяжу лишь еще один ряд. Это будет ряд 36 столбиков без накида за полную, да, за первую, вторую долю. Как обычно мы вяжем столбик без накида. Если вам хочется, чтобы у вас этот козыречек был немножко больше, свяжите еще на один ряд больше. Но я посмотрела, что мне этого будет достаточно. Смотрите, какая милая шляпка получается. На этом я закончу. Маркер убираю. Ниточку, чтобы обрезать, я делаю соединительный столбик, чтобы был более плавный переход. Ниточку обрезаю, вытягиваю
закрепляю. Все это надо будет ниточки заправить. Смотрите, можете внутреннюю оставить, чтобы ей потом пришивать, закрепить. Меряем нашу шляпку. Красота, правда? Да, ниточку я пока не буду обрезать, потому что при помощи нее я потом буду пришивать, чтобы хорошо держалась шляпка. А сейчас мы с вами свяжем вот такую бабочку или повязочку, в общем, украшение на шею нашему дракончику. Делаем воздушные петли, закрепляем цепочку из воздушных петель и набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давайте померяем. Разный крючок, разный у нас дракончик, поэтому меряем. 12. Сколько нам еще нужно будет примерно? Вот надо еще, потому что это только обхват шейки. 12, 13, 14, 15, 16. И давайте еще 2, 17 и 18. 18 петель. Со второй петли от крючка, смотрите, мы делаем соединительный столбик. Следующую петлю мы провязываем полустолбик с накидом. И еще в третью петлю мы с вами вяжем столбик без накида. Это будет часть нашей бабочки. Вот такая. И дальше соединительными столбиками мы вяжем до конца. Продолжаем наше вязание. Можно не считать наши воздушные петельки, просто оставьте в конце нашей повязочки, чтобы у вас осталось 3 воздушные петли, и там мы повторим наше вязание только в обратном порядке. Давайте я довязываю. Так. И вот у меня остается, видите, от конца нашего вязания 1, 2, 3 воздушные петли. И здесь я вяжу от обратного столбик без накида. Дальше вяжем полустолбик с накидом. И один столбик как бы соединительный. Все. Наша бабочка готова. Ниточку обрезаем, закрепляем. Ну вот, теперь мы будем собирать нашего дракончика. Все детальки готовы, чтобы получился вот такой завязунчик. Еще раз вам его покажу. Милашка, хвостик. Сейчас пришьем, ножки. Так, этого отложим пока. И давайте заканчивать игрушку. Длинная получилась шея у него, потому что нитка толстая. Раз, и привязали, пришили. Хвостик пришит. Так же само ножку. Давайте. Оп, и готово. И то же самое проделаем и еще с 3 ножками. Просто пришиваем их иголочкой. Наполнять не нужно, потому что они и так держат хорошо форму. Раз, и готово. Так, ну что, осталось нам только оформить его, пришить бабочку. Просто пришьем красной ниточкой и пришить и сделать глазки дракончику. И вот какой он получился. Смотрите, милашка. Глазки я приклеила.
Шляпку пришила. Ну вот, оригинал и наш великан. Давайте я покажу, как он завязывается. Нет, в другую сторону. Вот так. Таким образом, наш брелочек мы можем привязать к сумочке, к рюкзачку. Порадует нас и тех, кому мы сделаем такой подарок. Вот и оригинал. Вот такого небольшого размера он вяжется. А на сереньком я просто показала вам пример вязания. Если вам понравился мастер-класс, поставьте мне лайк, мне будет приятно за мои труды. Вяжите с удовольствием, пусть у вас все получится, легких вам петелек и до новых встреч!